Что если под песками Сахары прямо сейчас живут существа, которых наука считает вымершими миллионы лет назад? В 2019-м французские спелеологи случайно вскрыли пещерную систему глубиной более 300 метров над ней, и двое из них вышли наружу с укусами неизвестного происхождения, а один пропал без следа. Внутри обнаружили следы когтей на камне, свежую органику и звуки, которые не смогли объяснить ни геологи, ни зоологи. Это не Амазония и не джунгли Конго, это выжженная пустыня, где, казалось бы, не может выжить ничто крупнее скорпиона. Но пещера молчания доказала обратное. Следы нашли на третьем ярусе пещеры, на глубине 180 метров от поверхности. Ни царапины, ни случайные борозды от осыпающейся породы. Именно это расстояние. Шаг существа с длиной конечности не менее 90 сантиметров. Параллельные разрезы в песчанике глубиной до 4 сантиметров, расположенные группами по 5 штук с расстоянием между группами ровно в 32 сантиметра. Жан-Пьер Моро, руководитель экспедиции, сфотографировал следы и отправил снимки в Национальный музей естественной истории в Париже. Ответ пришел через 3 суток. Специалист по палеонтологии позвоночных написал коротко: следы не соответствуют ни одному известному виду рептилий, млекопитающих или птиц, существующих сегодня. Такие параметры характерны для меловых тероподов, но последние из них исчезли 66 миллионов лет назад. Ширина когтевого разреза 8 мм при глубине 4 указывает на кератиновый коготь длиной не менее 12 см. Моро не стал публиковать это письмо. Он вернулся в пещеру. Второй спуск состоялся через неделю после первого, 23 августа 2019. На этот раз группа взяла с собой тепловизионные камеры и ультразвуковые датчики. На первом ярусе приборы зафиксировали температуру воздуха в 21 градус. Стандартный показатель для пещер такого типа. Это аномалия. Глубже в землю — теплее. Датчики уловили периодические вибрации с частотой 4 Гц, повторяющиеся каждые 17 секунд. На третьем ярусе температура поднялась до 28 градусов. Такой ритм не характерен ни для сейсмической активности, ни для подземных водотоков. 4 Гц — это частота дыхания крупного животного в состоянии покоя. Камеры зафиксировали тепловое пятно в дальнем коридоре третьего яруса. Размытый контур, температура поверхности 34 градуса. Пятно не двигалось, оно просто существовало в темноте на расстоянии примерно 60 метров от группы. Когда Моро направил фонарь в ту сторону, коридор был пуст. Тепловизор при этом продолжал показывать контур еще 8 секунд после того, как луч фонаря прошелся по камню. Ему было 34 года, опыт спелеологии и 11 лет, более 40 пещерных систем на 4 континентах. Ни новичок, ни паникер. Именно в этот момент Люк Бернар отстал от группы. Последнее, что зафиксировала его нагрудная камера, стена коридора с новыми следами когтей, сделанными явно недавно. Белый свежий срез на темном окисленном камне. Потом камера упала. Запись оборвалась. Группа искала Бернара 4 часа. Нашли его снаряжение: разгрузочный жилет, фонарь, рюкзак, аккуратно сложенными у стены в боковом ответвлении коридора. Самого Люка не нашли. Алжирские власти провели официальную поисковую операцию с участием военных спелеологов. 7 дней, 4 группы, глубина до 260 метров. Никаких следов человека. Снаряжение Бернара забрали на экспертизу в Алжир. На внутренней поверхности жилета обнаружили 3 параллельных разреза ткани. Такие же, как следы на камне. Пробы воздуха взяли на следующий день после исчезновения Бернара. Разрезы шли снаружи внутрь. То есть жилет был на человеке в момент контакта. Крови на ткани не было. Алжирский геолог Карим Уэдани спустился на 3-й ярус с герметичными контейнерами и газоанализатором. Результаты отправили в лабораторию университета Алжира, и через 5 дней пришел отчет, который Уэдани перечитал трижды, прежде чем поверил написанному. Концентрация углекислого газа на 3-м ярусе превышала поверхностные показатели в 2,3 раза. Это само по себе не аномалия для закрытых пещер. Аномалией было другое. Углекислый газ в пробах содержал изотопный состав, характерный для выдыхаемого воздуха крупного позвоночного животного. Не для геохимических процессов, не для разложения органики. Именно для дыхания живого существа с активным метаболизмом. Объем углекислоты указывал на источник весом не менее 300 кг. Под ультрафиолетом поверхность камня светилась полосами. Органические следы, слизистые выделения. Биохимический анализ показал белковые цепочки, не совпадающие ни с одной базой данных известных животных. Параллельно Уэдани взял мазки со стен коридора, где нашли снаряжение Бернара. Структура белка указывала на холоднокровное существо, однако температурные показатели тепловизора говорили об обратном. 34 градуса – это температура теплокровного организма. Именно это противоречие зацепило палеобиолога Сару Месауд из Оранского университета, которую подключили к работе на 10-й день после исчезновения Бернара. Она предложила гипотезу, которую коллеги поначалу отвергли. Существо могло быть мезотермным, то есть способным регулировать температуру тела частично, как это делали, по современным данным, некоторые крупные динозавры.
Не полностью теплокровным, но и не холоднокровным в классическом смысле. Месаут изучила фотографии следов когтей и сделала расчет. При длине шага 32 см и глубине когтевого отпечатка 4 см существо передвигалось с опорой на 3 пальца передней конечности. Задних следов не обнаружили вовсе. Либо существо передвигалось преимущественно на передних конечностях, либо задние лапы не касались пола при ходьбе. Второй вариант означал бы прямохождение или передвижение вдоль стен. На 12-й день Уэдани установил в коридоре 3-го яруса автономные аудиорегистраторы. 6 устройств с чувствительностью до 0,1 дБ. Записи снимали каждые 48 часов. Первые двое суток тишина и стандартный фоновый шум пещеры. Капли воды, микровибрации, породы. На третьи сутки регистратор номер 4, установленный в 90 метрах от входа в боковой коридор, зафиксировал звук. Частота от 18 до 22 Гц. Продолжительность каждого звукового импульса около 2 секунд. Пауза между импульсами 17 секунд. Та же цикличность, что фиксировали ультразвуковые датчики неделей раньше. Специалист по биоакустике из Тунисского института идентифицировал звук как вокализацию. Не механический шум, не геологический процесс, а намеренно производимый звук живым организмом. Диапазон частот соответствовал голосовому аппарату существа с длиной дыхательного тракта не менее 80 см. Регистратор номер 4 зафиксировал этот звук 18 раз за 48 часов. Регистраторы номер 1, 2, 3, 5 и 6 не зафиксировали ничего. Это означало, что источник звука находился в непосредственной близости от 4-го устройства и не перемещался по всему коридору, он оставался в одной точке пространства на протяжении 2 суток. Когда Уэдани спустился за записями, 4-й регистратор был сдвинут с места на 11 см и перевернут объективом к стене. На 4-м ярусе, куда до этого не спускался никто из группы, Уэдани обнаружил кости. Не отдельные фрагменты, полный скелет животного, которое он не смог идентифицировать на месте. Длина скелета от черепа до хвостового отдела составляла 2 метра 70 сантиметров. Череп был вытянутым, с глазницами направленными вперед, признак бинокулярного зрения, характерного для хищников. Зубы сохранились частично, конические, загнутые назад, длиной от 2 до 5 сантиметров. Уэдани сфотографировал находку и взял 3 фрагмента кости для анализа. Радиоуглеродное датирование показало возраст от 9 до 11 тысяч лет. Не миллионы лет, тысячи. Это существо жило в эпоху Голоцена, когда Сахара была зеленой саванной с реками и озерами. Но ни в одном палеонтологическом каталоге этого вида не существовало. Скелет не совпадал ни с одним известным хищником того периода. Ни с гигантскими крокодилами, ни с саблезубыми кошками, ни с гигантскими варанами, населявшими зеленую Сахару 9 тысяч лет назад. Месаут сравнила пропорции скелета с когтевыми следами на камне 3-го яруса. Совпадение оказалось точным. Расстояние между пальцевыми фалангами, угол когтевого отростка, ширина межфалангового промежутка. Скелет на 4-м ярусе принадлежал тому же виду, что оставлял следы на 3-м. Разница в том, что следы на камне были свежими, а скелету 11 тысяч лет. Это означало только одно – вид не вымер. Алжирское министерство культуры наложило ограничение на публикацию данных через 2 суток после того, как Уэдани подал официальный отчет. Формальная причина – необходимость дополнительной верификации. Неформально сотрудник министерства сообщил Месаут по телефону, что материалы переданы в военное ведомство. Пещеру оцепили. Периметр 200 метров, круглосуточное дежурство 2 солдат у входа. Маро к этому моменту уже покинул Алжир. Перед отъездом он передал копии всех фотографий и часть полевых записей журналисту-расследователю Тьерри Лакамбу из французского издания, специализирующегося на научных темах. Лакамбо опубликовал материал в октябре 2019-го, без конкретного названия пещеры и без точных координат, только с описанием региона, юго-западный Алжир, массив Таселин-Аджер. Публикация вызвала 2 волны реакций. Первая. Скептики из научного сообщества объявили материал фальсификацией. Вторая. 3 независимых палеонтологов из разных стран написали открытые письма с требованием предоставить доступ к скелету для международной экспертизы. Алжирские власти не ответили ни на одно из писем. Ну что, пещерные загадки вам по душе? Тогда загляните на наш сайт playprofish.com, где собраны все самые популярные нейросети по одной подписке. А сегодня при регистрации по ссылке в описании вы получите бонус 500 токенов. Просто за то, что интересуетесь тайнами прошлого. Один из этих палеонтологов, немец Клаус Райнер из Берлинского университета, самостоятельно выехал в регион Таселин-Аджер в ноябре 2019. Он провел в районе 4 дня, после чего был задержан алжирскими пограничниками и депортирован с запретом на въезд сроком на 3 года. В своем коротком заявлении после депортации Райнер написал, что успел переговорить с местным проводником Туарегом, который знал о пещере. Проводник назвал ее словом, которое в переводе с тамашек означает примерно следующее: место, куда уходят и не возвращаются. По словам проводника, туареги знали об этой пещере несколько поколений и не приближались к ней намеренно. Последний человек из их общины, вошедший туда, исчез 40 лет назад. Это был не первый случай.
Туарек, с которым говорил Райнер, звался Ибрагим Аг-Аль-Хасан, 62 года, из клана Кель-Аджер, чьи предки кочевали по Тасилину не менее 12 поколений. Райнер записал разговор на диктофон и успел переслать запись Мессауд до депортации. Аг-Аль-Хасан рассказал, что его дед лично видел существо в 57-м, за 2 года до алжирской независимости, когда французские геологи прокладывали первые маршруты в этом районе. Дед описывал его как длинное, передвигающееся низко к земле, с кожей цвета мокрого песчаника. В темноте глаза светились тусклым желтым светом. Дед не побежал, просто замер. Существо прошло в 20 метрах от него и скрылось в расщелине скалы. Аг-Аль-Хасан добавил деталь, которую Мессауд выделила отдельно в своих записях. Существо не издавало звуков при движении. Абсолютная тишина, несмотря на размер. Это совпадало с данными аудиорегистраторов. Вокализацию фиксировал только один прибор в одной точке, но ни один из 6 не зафиксировал звуков передвижения. Мессауд начала искать другие свидетельства и нашла их в неожиданном месте. В архивах французской колониальной администрации, хранящихся в Экс-Ан-Провансе. В рапорте военного офицера от 1938 года описывался случай исчезновения 2 солдат в районе Тасилин-Аджер во время картографической экспедиции. Официальная причина – тепловой удар и дезориентация. Но в приложении к рапорту, которое явно не предназначалось для широкого прочтения, местный переводчик Туарек сообщал, что солдаты вошли в пещеру вопреки его предупреждению. Переводчик написал: «Они слышали звук изнутри и решили, что там человек. Тот же звук. Та же пещера. 81 год разницы». Мессауд запросила спутниковые снимки района за последние 20 лет через открытую базу геологических данных. На снимках 2004 года она обнаружила тепловую аномалию над тем участком плато, под которым находилась пещерная система. Аномалия выглядела как вытянутое пятно повышенной температуры длиной около 120 метров, точно над 3-м и 4-м ярусом. На снимках 2011 аномалия сместилась на восток примерно на 40 метров. На снимках 2018 вернулась на исходную позицию. Это не геотермальная активность. Геотермальные источники не перемещаются горизонтально и не возвращаются на прежнее место. Аномалия двигалась так, как двигается живое существо, курсирующее по замкнутому маршруту внутри пещерной системы. Мессауд подсчитала площадь тепловой сигнатуры и сравнила с известными параметрами теплоотдачи крупных рептилий и млекопитающих. При температуре поверхности тела 34 градуса и площади теплового пятна около 8 квадратных метров речь шла о существе весом от 250 до 400 килограммов. Для сравнения, взрослый нильский крокодил весит до 1000 килограммов, но его тепловая сигнатура в разы меньше из-за холоднокровности. Это существо отдавало тепло как теплокровное, но белковый состав слизистых выделений указывал на рептильную биохимию. Именно тогда Мессауд написала в своем рабочем журнале фразу, которую впоследствии процитировал Лаком в своей 2-й статье. «Перед нами либо эволюционный тупик, который каким-то образом оказался жизнеспособным, либо эволюционная ветвь, о существовании которой мы не подозревали. В обоих случаях это не реликт, это живая популяция». Слово «популяция» она подчеркнула дважды. Одна особь не оставляет скелет на 4-м ярусе и одновременно свежие следы на 3-м. Для этого нужно как минимум 2. В феврале 2020-го военное оцепление с пещеры сняли. Официальная причина – завершение проверки. Неофициально Мессауд узнала от знакомого в министерстве, что военные спустились на 4-й ярус, забрали скелет и опечатали боковой коридор 3-го яруса бетонными блоками. Доступ к пещере формально оставался открытым 1-й и 2-й ярусы, стандартный туристический маршрут для спелеологов. Все, что ниже, закрыто физически. Мессауд приехала в район Тасилин-Аджер в марте 2020-го, официально для изучения наскальных рисунков, которыми этот регион известен всему научному миру. Среди рисунков возрастом от 6 до 10 тысяч лет она искала конкретное изображение и нашла его на 3-й день. На скальной поверхности в 4 километрах от входа в пещеру. Рисунок охрои из сажей, длинное существо на 4 конечностях, окруженное фигурами людей. Люди стояли полукругом. Они не бежали и не нападали. Они стояли. По интерпретации Мессауд, ритуальная сцена. Существо на рисунке имело вытянутую голову, короткий гребень вдоль спины и хвост, загнутый кверху. Пропорции тела совпадали с пропорциями скелета с 4-го яруса с точностью, которую сложно объяснить случайностью. Древние люди не боялись этого существа. Они его знали. Мессауд сфотографировала рисунок и спустилась в пещеру до 1-го яруса, дальше которого пройти не могла из-за бетонных блоков. Она установила 2 аудиорегистратора у края закрытого коридора и оставила их на 72 часа. Когда забрала записи и прослушала их в машине, первые 48 часов были пустыми. На 53-м часу регистратор зафиксировал знакомый звук. 18-22 Гц, 2-секундные импульсы, пауза 17 секунд,
Источник находился за бетонной стеной в нескольких метрах. Затем произошло то, чего Месаут не ожидал. После 8-го звукового импульса последовала пауза не 17 секунд, а 41 секунда. Потом 4 импульса подряд без паузы. Потом снова тишина на 20 минут. Биоакустик, к которому она отправила запись, написал: «Это не монотонная физиологическая вокализация. Структура нерегулярная. Это может быть реакция на внешний раздражитель». Внешним раздражителем была она сама. Месаут вернулась к бетонной стене и постучала по ней 3 раза с интервалом в 2 секунды. Регистратор зафиксировал ответ через 9 секунд. 3 импульса с интервалом в 2 секунды. Она постучала 5 раз. Ответ пришел через 6 секунд, 5 импульсов. Она постучала 2 раза, затем 3 раза с паузой между группами. Ответ: 2 импульса, пауза, 3 импульса. Месаут просидела у стены 2 часа. За это время она и существо обменялись 23 сериями сигналов. Существо копировало каждую структуру без ошибок. Когда она изменила ритм, оно изменяло ритм. Когда она увеличила паузу, оно увеличивало паузу. На 18-м обмене она простучала новую последовательность, ту, которую до этого не использовала. Существо ответило этой же последовательностью и добавило в конце 2 дополнительных удара, которых в ее сигнале не было. Это было не копирование, это было добавление новой информации к уже установленному коду. Месаут записала все в полевой журнал и немедленно уехала из пещеры. В тот же вечер она позвонила Моро и сказала ему одну фразу: «Оно понимает структуру обмена». Моро помолчал несколько секунд и спросил, закрыла ли она за собой вход. Месаут сказала, что да. Моро сказал «хорошо» и добавил, что Люк Бернар тоже стучал по стенам, когда был там один. Он слышал ответы. Это было в его полевом журнале, который нашли вместе со снаряжением. Журнал этот в официальный отчет включен не был. Запись сеанса обмена сигналами Месаут отправила 4 специалистам одновременно: биоакустику, нейробиологу, палеонтологу и специалисту по поведению животных. Все 4 ответили в течение 48 часов. Все 4 написали примерно одно и то же, разными словами. Если запись подлинная, это меняет все. Нейробиолог Франческа Романо из Болонского университета была наиболее конкретна. Она написала, что способность не просто копировать ритмическую структуру, но и расширять ее новыми элементами требует нескольких когнитивных операций одновременно: распознавание паттерна, удержание его в краткосрочной памяти, воспроизведение и генерация нового элемента в рамках той же логики. Это не рефлекс и не инстинкт. Это признак рабочей памяти и элементарного абстрактного мышления. У существа, о котором до этого момента не было известно вообще ничего. Романо запросила оригинальные аудиофайлы для спектрального анализа. Месаут отправила. Через 3 дня Романо прислала развернутый отчет с одним абзацем, выделенным жирным шрифтом. В структуре вокализации существа присутствуют микровариации частоты, которые не являются случайными. Они образуют повторяющиеся субпаттерны внутри каждого импульса. Если это не артефакт записи, а анализ показывает, что это не артефакт, то перед нами сложная акустическая структура, аналогичная по организации языковым системам высших приматов. Специалист по поведению животных Герт ван дер Берг из Утрехта написал короче: существо не реагировало на стук. Оно отвечало на него. Разница принципиальная. Реакция — это изменение поведения под влиянием раздражителя. Ответ — это направленная коммуникация с источником раздражителя. Для ответа необходимо понимать, что источник сигнала — другое существо, а не физический процесс. Моро получил копии всех 4 отзывов и немедленно вылетел в Париж, где встретился с Лакомбом. Они провели встречу в течение 5 часов. Лакомб хотел публиковать немедленно полный материал с аудиозаписями, анализами и свидетельствами. Моро убедил его подождать. Без доступа к физическим образцам и без верифицированных данных по скелету публикация будет уничтожена скептиками за 24 часа, и вся история закроется как мистификация. Нужен был кто-то с институциональным весом, кто готов поставить под материал свое имя. Моро начал обзванивать коллег. Из 12 человек, которым он изложил ситуацию, 9 отказались немедленно, без объяснений или со стандартной формулировкой про недостаточность данных. 2 попросили время подумать и перестали отвечать на звонки. Один палеозоолог Андре Кастель из Монпелье, специалист по мезозойским рептилиям с 30-летним стажем, согласился выслушать полный материал. Кастель изучал данные неделю. Потом позвонил Моро и сказал, что у него есть собственный архивный материал, о котором он никому не рассказывал 14 лет. В 8006 он участвовал в палеонтологической экспедиции в соседнем регионе, в 300 километрах от Тассилина. Его группа обнаружила в небольшой пещере фрагменты костей и свежие следы когтей на камне. Тогда Кастель решил, что это следы варана. Крупного, но обычного. Кости отправили на датирование. Результат пришел через месяц после возвращения экспедиции. Возраст от 8 до 12 тысяч лет, неизвестный вид. Кастель убрал результаты в стол, потому что не знал, что с ними делать, и боялся выглядеть некомпетентно. 3 пещеры. 3 разных точки в радиусе 300 километров. Одни и те же следы. Одни и те же кости. Разные десятилетия. Месаут нанесла все 3 точки на карту и провела линию.
Линия шла вдоль подземного водоносного горизонта, древней системы подземных вод, существовавшей еще в период зеленой сахары и сохранившейся на глубине до сих пор. Пещеры стояли над этой системой как точки на маршруте. Существа не были заперты в одной пещере. Они перемещались между ними по подземным каналам, о существовании которых геологи знали, но никогда не считали пригодными для передвижения крупных организмов. Мессауд пересчитала тепловые аномалии на спутниковых снимках для всех 3 точек. Аномалии фиксировались во всех 3 районах, и все 3 синхронно смещались на восток в одном и том же году. Костель исчез в сентябре 2020-го. Он уехал в Тасилин-1, не предупредив университет, не оформив официальную экспедицию, взяв только личное снаряжение и 2 аудиорегистратора. Его машину нашли припаркованной в 2 километрах от входа в пещеру через 12 дней после того, как он перестал отвечать на звонки. Двигатель был заглушен, ключи лежали на сиденье, полевой рюкзак отсутствовал. Алжирская жандармерия провела поиск в радиусе 5 километров. В пещеру не спускались. Вход был по-прежнему частично перекрыт бетонными блоками, и официально объект числился закрытым для посещения. Через 3 недели дело передали в архив с формулировкой «пропал без вести при невыясненных обстоятельствах». Университет Монпелье опубликовал некролог, в котором причиной смерти указали несчастный случай в полевых условиях. Моро узнал об исчезновении Костеля от Мессауд. В тот же день он позвонил Лакомбу и сказал: «Публикуем все сейчас». Лакомб опубликовал 2-й материал в ноябре 2020-го, на этот раз с полными данными, координатами, аудиозаписями и именами всех участников. Материал набрал 400 тысяч просмотров за первые сутки и был удален с платформы через 72 часа по запросу, автор которого в уведомлении об удалении обозначен как государственный орган. Лакомб разместил архивную копию на нескольких независимых ресурсах. Она существует до сих пор. После публикации Мессауд начала получать письма. Не от журналистов и не от скептиков. От людей, которые работали или жили в регионе Тассили-Наджер в разные годы. Нефтяник из французской компании, работавший в Алжирской пустыне в 93-м, описывал, как его бригада слышала звуки из-под земли ночью. Ритмичные, повторяющиеся, похожие на стук. Они решили, что это эхо собственных генераторов. Водитель грузовика, возивший оборудование вдоль плато в 2008-м, рассказывал, что однажды ночью его фары осветили существо, пересекавшее дорогу в 100 метрах впереди. Длинное, низкое, двигалось быстро и бесшумно. Он решил, что это крупный варан. Но варанов такого размера не существует. Мессауд нанесла на карту все точки из писем. 23 свидетельства за 30 лет. Точки образовывали полосу шириной около 80 километров, вытянутую вдоль того же подземного водоносного горизонта. Существа не просто перемещались между 3 пещерами. Они занимали территорию площадью не менее 8 тысяч квадратных километров. Последнее письмо пришло в январе 2021-го. Без имени отправителя, с алжирского электронного адреса, зарегистрированного на несуществующее лицо. В письме было 3 абзаца. В первом говорилось, что военные спелеологи, работавшие в пещере в 2019-м, обнаружили на 5-м ярусе, о существовании которого группа Моро не знала, кладку. Не одно яйцо и не 2. 27 яиц в 3 гнездовых ямах, высланных измельченной породой и органическими волокнами. Размер каждого яйца около 30 сантиметров в длину. Во 2-м абзаце говорилось, что из 27 яиц 18 были пустыми. Скорлупа вскрыта изнутри. В 3-м абзаце была одна фраза: «Бернар был жив еще 4 месяца после исчезновения». Это установили по дате последнего биологического следа, обнаруженного на 6-м ярусе при финальном обследовании. Что именно это был за след, в письме не уточнялось. Мессауд переслала письмо Моро. Моро переслал его Роману, Вандербергу и еще 3 коллегам. Никто из них не ответил на это письмо публично. Романа написала Мессауд в личном сообщении: «Я не знаю, что хуже, что он был жив 4 месяца, или что мы не знаем, что происходило эти 4 месяца». Мессауд не ответила. Она в это время смотрела на карту с 23 точками и думала о том, что 18 пустых яиц означают 18 молодых особей, вышедших в подземную систему в неизвестном направлении. В марте 2021-го Мессауд подала в Оранский университет заявку на финансирование экспедиции в Тассили-Наджер. Официальная тема, то есть изучение наскальных рисунков эпохи Голоцена. Заявку отклонили через 4 дня, рекордно быстро для университетской бюрократии. В письме об отказе значилось: тема недостаточно обоснована научно. Мессауд подала повторную заявку с расширенным обоснованием. Ее отклонили в тот же день, когда она поступила на рассмотрение. Через 2 недели Мессауд вызвали на беседу к проректору по научной работе. Беседа длилась 20 минут. Содержание разговора она не записала, но после него отправила Моро одно сообщение: «Мне предложили сменить область исследования». Моро ответил: «Мне тоже». Жан-Пьеру Моро в 2021-м не продлили контракт с Французским институтом исследования окружающей среды, где он работал 8 лет. Официальная причина — сокращение финансирования программы. 2 его коллег из того же отдела контракты получили. Лакомб к этому времени уже не работал в издании, где публиковал материалы о пещере. Он ушел сам, по его словам, после того, как редактор попросил его письменно подтвердить, что все публикации по теме Тассилина были журналистской ошибкой. Лакомб отказал. Архивные копии его материалов
материалов по-прежнему доступны на независимых ресурсах, но ни одно крупное издание их не перепечатало и не сослалось. Клаус Райнер, депортированный из Алжира, в 2019-2022 опубликовал в небольшом немецком научном журнале статью о реликтовых популяциях рептилий в закрытых пещерных системах, без упоминания Тасселина, без конкретных координат, исключительно теоретическую. Статью процитировали дважды за 2 года. Одно из цитирований было в работе, посвященной ошибкам в палеонтологических интерпретациях. Уэддани продолжает работать геологом в Алжире. На запросы журналистов не отвечает с 2020 года. Агал Хасан, туарек из клана Кель-Аджер, которого записал Райнер, умер в 2022 от сердечной недостаточности. Его сын, которому передали копию аудиозаписи разговора, отказался ее комментировать и попросил не называть имя отца в публикации. Пещера в районе Тасселин-Аджер официально не существует ни в одном реестре спелеологических объектов Алжира. Координаты, которые Моро передал Лакомбу, ведут к точке на плато, где нет никакого видимого входа, только ровная скальная поверхность. Либо вход был засыпан, либо координаты изначально были смещены намеренно. Тепловые аномалии на спутниковых снимках района фиксировались вплоть до 2022 года, последнего года, за который Месауд успела получить данные до того, как ее доступ к базе геологических спутниковых данных был закрыт по административным причинам. В 2022 аномалия снова сместилась, на этот раз на север, за пределы района Тасилин-Аджер, в сторону алжирско-ливийской границы. 18 молодых особей, вышедших из гнезд на 5-м ярусе, к 2022 году были бы уже 3-летними. По аналогии с метаболизмом мезотермных рептилий, это соответствует размеру от 120 до 150 сантиметров в длину и весу от 80 до 120 килограммов. В начале истории был задан вопрос, что живет под песками Сахары? Ответ, который собрали по фрагментам Моро, Уэддани, Месауд, Кастель, Райнер и Аг-Ал-Хасан, звучит так. Вид, переживший исчезновение зеленой сахары 9000 лет назад, адаптировавшийся к подземному существованию, сохранивший когнитивные способности, достаточные для направленной коммуникации, занимающий территорию в 1000 квадратных километров и продолжающий размножаться. Вид, о котором официальная наука не опубликовала ни одной верифицированной статьи. Люк Бернар пропал 23 августа 2019, его так и не нашли. Его полевой журнал, в котором были записаны ответные сигналы из темноты, в официальных документах не упоминает.